Друзья, добрый день, меня зовут Анатолий. Сегодня в городе Санкт-Петербург наконец-то состоялась конференция Призм, и так как я являюсь обладателем монет Призм, я специально для таких, как я же, нашел немножко информации. Там присутствовал гость и лидер из Индии, так что я на этом заканчиваю. Приятного просмотра. Всеми нами, своими идеями, своими взглядами, и, возможно, кое-что интересное сегодня мы услышим. Well, namaste, St. Petersburg. Namaste. Well, first of all, thank you for such a kind introduction. And people, it's so nice to see such a large number of people here. It is so nice to see that you all are dedicated to Prizm. Огромная честь сегодня выступить перед вами, и спасибо, что у вас так много сегодня, и мы все нацелены на одну идею, на одну цель. Well, I know it's a completely different feeling here, being here in front of people who have the same views, who have the same mentality. It's a very positive feeling. This is what is called, networking, when people help each other, not only in the good times, but also in such challenging times where the rate of Prizm is not so good. И для меня особо приятно, потому что мы находимся сегодня здесь, мы знаем, что непростые времена, сложные времена у Призм, многие скептически настроены в связи с курсом, но в этом и суть, в этом и сила нетворкинга, когда люди объединяются и достигают цели совместно, то есть вместе только мы можем что-то изменить. And also congratulations that we have completed 3 years of the new blockchain technology, and every year we are growing, we are multiplying. It's incredible. И, конечно же, поздравляем с днем рождения, 3 года новому блокчейну Призм, это здорово, это замечательно, и давайте... Well, let me start by saying how my journey started. I met Mr. Alexei in the year of 2010. It was the rainy season of India, and Indian rains are terrible. And when I met him, my life changed. И немножко хочу рассказать про свой путь, про то, как я пришла к Призм. Я познакомилась с основателем Алексеем Муратовым много лет назад. Это был сезон дождей в Индии, и с тех пор моя жизнь изменилась. Well, they say that in every change lies an opportunity to invent yourself, and that's exactly what happened in my life. Говорят же, что изменения это не только плохо, это и хорошо, меняешься ты, меняешься как личность, и это то, что произошло в моей жизни. It is very difficult to find someone who believes in you, who, when you meet someone and you think, okay, it's okay to be independent. In India, it's different for women. You know, very few women take risk. There are very few women I'm talking about. But Mr. Alexei, he made me feel independent. He made me feel that it's okay to believe in yourselves, to have your own views, and to be independent. Очень редко мы встречаем людей, наверное, в жизни, которые действительно меняют судьбу, которые дают шанс поверить самим нам, что мы можем что-то изменить, что-то сделать. И это возможность, которая представилась мне. С тех пор я только заряжена этой энергией, и с тех пор моя жизнь действительно изменилась в лучшую сторону. Yeah, when I met Mr. Alexei first, it was so different. It was like, what is ideology? What are these people talking about? I had so many questions in my mind. What is this elites? What is this financial dollar? Why are we fighting against it? It was like, why? Why do we need to do that? Because we all know about dollar. It's only dollar, dollar, dollar. Why should we fight against it? И в Индии женщины, девушки очень редко берут риск на себя, рискуют, особенно в сфере нетворкинга. Когда я встретил Алексея, для меня это было что-то необычное, что такое идеология, это почему они сражаются с долларом, что за финансовые элиты, почему мы все знаем доллар. У меня было очень много вопросов и очень мало ответов. But once I got to know what is ideology, what are they talking about? That once I studied, once I started listening to Mr. Alexei, now I can say that ideology is in my blood. Но когда я поняла, когда я впитала ее, я могу сейчас с уверенностью сказать, что идеология у меня в крови, в венах, и другого пути я не вижу. Okay, so let me start by saying, what do? I am the regional director of Change the World Together, and we have been developing a Prizm blockchain technology for a lot of years, for a long time. Хотела бы рассказать пару слов о себе. Я давно развиваю общественное движение, международное общественное движение «Изменим мир вместе». Мы много лет популяризируем технологию блокчейн, рассказываем о блокчейне, о криптовалютах, и что, и как, и что это такое. We all know that we are being made slaves by the financial elites. We are only going after the dollar. But then, blockchain technology is one technology that can allow us to get freedom from financial enslavement. Вы все, наверное, уже кто здесь присутствует, читали книгу «Идеология силовой России» и знают, что весь мир, сейчас мы живем в мире, который порабощен, находится в так называемом финансовом рабстве, и блокчейн-технология как раз дает нам возможность решения выхода из этого рабства.
unfortunately, Bitcoin, we all know what is Bitcoin. Bitcoin, we had such high hopes about Bitcoin, but it did not live up to its expectations. Why? What was written in the white paper by Mr. Satoshi, whoever it was, it did not live up to it. Why? Because it is no longer decentralized. It is like controlled by huge mining pools. Мы все знаем о биткоине, первая криптовалюта. Скажу пару слов. Мы думаем, что она не оправдала своих ожиданий, не оправдала того смысла, который был заложен в белой книге Сатоши. И уже к сегодняшнему дню биткоин сложно назвать децентрализованным инструментом, когда большинство эмиссий происходит через огромные майнинговые пулы, и большинство из этих пулов находится территориально в Китае. We all know what's happening right now. But Prizm is a pioneer. It's one of its kind. You know, I mean, this will give us freedom from the enslavement of financial elites. We have to believe in this coin. We have to understand. Because this is one fair cryptocurrency. It is for common people. You don't have to think 10 times about, oh, how can I buy Prizm? What is it? It is very easy to understand. And I'm sure if we work hard on it, we can make it the payment system. We just have to believe in it. Именно поэтому, когда Prizm появился, он был первопроходцем, пионером в своем роде, когда криптовалюта сделана не для зарабатывания денег вот этими богатыми группами людей, богатыми людьми, а для простых людей, для обычного человека. И именно Prizm стала этой первой народной криптовалютой, честной криптовалютой, которая появилась 3 года назад. Of course, people are a bit skeptical, people are a bit doubtful, what about the rate, why is it going down, why is it going up? But we have gone through this for the past 3 years, haven't we? Конечно, да, еще раз, сейчас мы все знаем, мы смотрим на CoinMarketCap, мы смотрим курс, он все вниз, 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 все плохо, все пропало, но если вы знакомы и знаете эволюцию Prizm за 3 года, то вы увидите, если не знаете, что уже были и падения, и взлеты, и Prizm это как живой организм. Well, Mr. Alexei always says that rate is merely a reflection of the development of Prizm community. What does he mean by that? Well, you cannot just sit, make videos, make this, say this community is bad, that community is bad. No, we have to work together for the development of Prizm. We cannot just sit, and say, no, I will not do this, I will not do that. No, work for it. You cannot just make a rate high by just sitting. You have to develop yourself. It's in your hands. Come on, go for it. Do it yourself. Each one of us can do it. All you need to just do it, not sit and talk and make videos. Что говорит основатель Алексей Муратов? Я спрашивал его вопрос про курс. Он считает, что курс это отражение как раз развития комьюнити. Если комьюнити развивается, если монета развивается, то курс обязательно пойдет вверх. А для того, чтобы он пошел вверх, не нужно просто ждать, а нужно что-то делать. Да, есть разные подходы развития, есть разные команды, есть куча разных стратегий, но все начинается с нас, с каждого человека. Чтобы сделать в этом случае курс выше, нам нужно начать с себя и что-то для этого предпринять. Prizm is not like how it was before. Before it was like we didn't know much about Prizm. We didn't have material about Prizm. 3 years back, in 2017, what we knew about Prizm is just we didn't know. There's so many people who didn't know anything about it. But now you have so much of infrastructure, you have so much of materials, you have tutorials, you have information in different languages. Now it's very easy to tell people, to explain to people. It's not like before. Смотрите, сейчас для тех, кто узнает Prizm сегодня, это совершенно другой опыт, чем когда это было 3 года назад. Была небольшая группа людей в 2017 году, которые продвигали монету, развивали Prizm, не было ни бирж, ни инструментов, ни инфраструктуры. Те, кто заходит в Prizm сейчас, у них есть CoinMarketCap, есть биржи, есть информация, причем на разных языках стран мира, есть куча обучающих видео, есть очень много людей, которые каждый день делают видео, делают контент у Prizm. Это совершенно другой уровень, уже который Prizm достиг за эти 3 года. Well, unfortunately, Mr. Alexei Muratov could not be here, but I am very, very sure that he is keenly absorbing all the developments. He knows about all the rules, different kinds of people doing different kinds of things, and he's open to it. He says that unless you cheat people or you do some scam, but you take responsibility of what you do. Do not blame the founders like Mr. Yuri or Mr. Alexei and say that, oh, it's them who are doing it. Or take responsibility for it. If you are doing it, fine, take responsibility, but do not cheat people. Алексей не смог присутствовать сегодня на мероприятии, но он уверяет через нас, и мы уверяем вас, что он наблюдает за развитием монеты, он следит, он знает о том, что происходит в комьюнити, о разных видах продвижения, это будь то пулы, небезызвестный ROI, SpaceBot, ну и куча всего, будь то биржи, как Prizm Bit, мы все знаем, или недавно появился план помощи Prizm тоже. То есть каждый пусть развивает его позицию, пусть развивает сам на простых условиях. Во-первых, берите персональную ответственность за то, что вы делаете. Второе, не используйте, не прикрывайтесь именем разработчиков, именем основателей. Если вы думаете, вот так вот нужно развивать, давайте развивайте так, но берите за это ответственность. И третье, не обманывайте людей. Не обманывайте людей, не совершайте мошенничество. Любое продвижение, любой промоушен должен быть именно на благо развития монеты и развития комьюнити.
Okay, let me tell you a little about India, the networking in India. You know, India does not depend on any market. Let me tell you this, India is a market itself. Пару слов, конечно же, будет интересно узнать о развитии в Индии. Начать нужно с того, что Индия – это огромный рынок, это не зависящий от других рынков, огромный рынок криптовалют и сетевого маркетинга. India, as you see, like, you know, there are huge, Mr. Alexei is working with the big leaders from India. And I have seen them grow, you know. When we used to work together back in 2011, 2012, they didn't know anything. But because of ideology, they have become billionaires now. In India, it is like, you know, I mean, let me tell you a fact. Basically, people, what's that? In India, you touch people's feet if they are elder or if they are gods. But because of the ideology, people have learned so much from Mr. Alexei. Like last time when we met Indians with Mr. Alexei, they were touching his feet. He has changed their lives. Мы работаем с огромным количеством лидеров в Индии. Немного про специфику в Индии. В Индии люди работают больше, они не только как работа, они соединяются, становятся как семья. В Индии есть традиция трогать ноги человека в знак почтения при встрече, только в двух случаях, если это твой отец или кто-то старший семьи, или если это, ну, очень уважаемый, скажем, один из богов. И вот Дженнифер говорит, я была на встречах Алексея с лидерами, с теми, кто еще с 2011 года был с ним знаком, познакомился, развивал, узнал про идеологию, и вот эта идеология как раз изменила их жизни. Я помню, говорит Дженнифер, их тогда, 9 лет назад, и сейчас, когда у них уже успешный бизнес, они успешные люди, некоторые долларовые миллиардеры, миллионеры, в Индии это не очень сложно сделать. И сейчас они с благодарностью вспоминают Алексея, при каждой встрече они кланяются, трогают его ноги, и это пример того, как идеология может менять жизни, и уже изменила жизнь огромного количества людей. Well, I'm sure that if Mr. Alexei thinks that something, or even a small part of him thinks that, you know, something is going to happen about Prizm, I am sure he will come with a more advanced and amazing technology. He will not let his people down. Я уверен, что, конечно, если сейчас Алексей говорит, Призм жив, это живой организм, тот, кто не верит в это, они глубоко ошибаются, но если потенциально в будущем перспективе есть даже малая доля того, что он засомневается в Призм именно как в инструменте для достижения цели идеологии, я уверен, что Алексей всегда сможет найти новое решение, более совершенный инструмент, я в этом абсолютно уверен. Well, I should tell you that you must all be knowing that Mr. Alexei is working in Donetsk People's Republic, and I also am a proud citizen right now of Donetsk People's Republic, and I must say I'm proud to be that. And if you see the whole picture, what Alexei is doing, I mean, Prizm is just a small drop in the ocean for him. I'm sure soon you will get to know about all the major things he's doing for the development of global network. This is just a small part, but soon you will come to know about the big picture, about what he is going to do, and you will be shocked. И если сейчас, как вы знаете, Алексей находится в Донецкой Народной Республике, я являюсь гордой гражданкой этой республики и горжусь этим, я хотел бы с вами поделиться, что то, что мы сейчас с вами делаем, Призм, это всего лишь малая верхушка айсберга того, что нас ждет. Не думайте, что Алексей, если он не здесь сегодня, он не делает чего-то. Ведется огромная организационная работа, техническая работа в данный момент по развитию, по становлению глобальной децентрализованной инфраструктуры. Просто не пришло время, и в свое время вы обязательно об этом узнаете, будут это открытые источники или на очередной конференции, но много всего происходит, много работы ведется, и это только сейчас самое-самое начало. Да, здесь пару слов я добавлю от себя, так как я тоже работаю в Донецке. Есть идея, есть мечта у Алексея сделать Донецк таким центром блокчейн-технологий, то есть территориально это центр Европы. И, как вы знаете, некоторые государства уже реализуют блокчейн, криптовалюты, да, в России по-другому. Вот есть такая идея и цель, чтобы добиться того, чтобы Донецк стал центром, таким информационно-криптохабом, где смогут находиться, пусть это будут майнеры, трейдеры, пусть они приезжают, пусть они работают оттуда, много очень возможностей в Донецке. Также, помимо этого, Алексей уже, поделимся с вами, разговаривает с многими антиглобалистическими организациями, антиглобализм, антиглобализм, о сотрудничестве. Это и ЕС Калифорния в Штатах, это
движение о том, чтобы Калифорния стала независимым государством. Это и партия фэншуй в Ирландии, которая в парламенте, коммунистическая партия в Индии. То есть помимо блокчейн и IT-технологий, которые Алексей хочет сделать в Донецке, сделать Донецк центром этих технологий, также Донецк мог бы стать таким островом свободы 21 века, где как раз множество идейных организаций и движений могло бы объединиться, создать такую платформу, базу, откуда уже вести дальнейшую работу по продвижению этих идей. So, okay, and let us not take much of your time. Let me conclude. Well, what I want to exactly say is that what we are doing, we are creating a ripple. It's called a ripple effect. You know, it's about how you start doing something and how it gets passed over. Но если мы вернемся, конечно, сегодня Призм, годовщина Призма, и поговорим так как мы говорим сегодня о Призм, все начинается с нас. То есть вот этот эффект волны, волновой, когда с малого увеличивается, все начинается с одного человека. You could be doing anything today. You could be having a job, 9 to 5, go work, no problem. You could be having your business, you could be having your own firm, you could be working for someone, you could do anything, but you choose to do Prизm. So that means you have made your own path. You made your own path, so that is amazing. Например, с каждого из нас, например, то есть у каждого у нас есть работа, учеба, у кого-то свой бизнес, кто-то занимается еще какой-то деятельностью, но все, кто сегодня здесь находится, мы все здесь из-за Призма. Мы выбрали Призм, значит, в определенный момент в жизни каждый из нас принял решение, да, мне это нужно, я хочу узнать, я хочу это делать. Well, in short, I would say that today's challenges should not stop you from achieving your dreams for tomorrow. И в заключение хотел бы отметить, что сегодняшние сложные времена не должны стать преградой какой-то все, больше нет. Это пройдет, это только укрепит всех нас в том, что мы делаем. Each one of you can play a role in making a difference. You know, you have to ask yourself, what kind of life do I want to live? My children, what kind of life do I want to give them? It starts with you. You make a change, people follow. Мы все можем просто ждать или можем задуматься о том, в каком мире мы хотим жить, в каком мире могут жить наши дети, внуки и так далее. Можем ли действительно поменять что-то, или это просто общие слова. Но я уверяю вас, что изменим мир вместе и движение «Изменим мир вместе» — это не просто общие слова. Действительно, огромное количество людей верит в это и каждый день своей жизнью доказывает, что действительно поменять что-то можно. Of course, when you think that, I want to make a change, it's a small part. But when people unite to make a change, it's already done. Да, когда каждый отдельно будет думать, я могу поменять что-то в этом мире, не могу, этого недостаточно. Отдельно мы ничего не добьемся, мы только сможем добиться этого, объединившись вместе. So I want to say that let us unite together, let us work towards the development of Prизm together, because together we can do a lot. И давайте объединяться, давайте свои разночтения, разногласия откладывать в сторону, объединяться. Я знаю, что команда продвижения тоже это всегда озвучивает, и спасибо за приглашение быть здесь. Объединившись только, мы сможем действительно поменять мир и добиться очень многого. Спасибо большое за внимание. Thank you. So we already heard what Nikolai and Ruslan said about, they spoke to us about how the technical technicalities, the analysis, and we know Prизm is not going to die. Ну, как мы слышали от предыдущих спикеров, все технические нюансы о том, что Призм не умрет и будет жить дальше. How Prизm started in India, because I know, we know how it is in your country, but you do not know how it is in other countries. So it's very important for us to understand that how Prизm works in other countries as well. И я хотел бы поделиться своей историей, как Призм развивался в нашей стране, потому что мы все знаем, как он развивался в России, а я хотел бы рассказать, как он развивался в других странах, в частности в Индии. I know it was back in February 2017. Alexei came to Nepal and we had a small conference with Indians. And they were like the people who believed in the ideology again, in the CWT ideology, and they were like a small community back then. And they said, okay, let us try. But then there was not much of interest, and then you know what happened. But they did not understand mining. We tried to explain it to them, but it was very difficult. Все это случилось в 2017 году, в феврале. Алексей Муратов приехал в Непал, у нас была там встреча, это была небольшой комьюнити из Индии, и мы начали разговаривать и вникать в суть самого Призма. Then you all know what happened was the pools came into existence, and then that's when the game actually started. И стали образовываться пулы. Вот, в принципе, с этого все и началось. Then it was again the blame games, you are this, I am better, you are bad, I am better. But we have to understand that this was what brought interest in people.
in India, I know a lot of leaders who invested in Roy and in other pools, and that's how they came to know about the coins. Because like Roy and other pools, they did a lot of promotion. They promoted the way the founders did not. Ну и началось такое некое соревнование между различными структурами, пулами, Рой и другие, и все начали говорить, у нас лучше, нет, идите там, и, в общем-то, в принципе, вот так начали образовываться пулы в Индии. India is huge. The population is what, 1.3 billion people. It's like, I don't know, 10 times Russia. Yeah. Да, значит, Индия, население Индии в 10 раз больше, чем в России, соответственно. Like we have one state in India. India has 28 states. One state of India is equal to Russia. В Индии 8 штатов и 28 штатов, и если взять даже по населению один штат, то он примерно будет равен населению России. So I want to say this again. India does not depend on market. It is a market itself. Да, Индия, значит, независимый рынок и самодостаточный рынок, это огромный рынок и, конечно же, потенциальный для развития. So when the pools were introduced, people came to know about Prizm. They started getting interested in it, and then boom, paratax. И когда все это началось организовываться пулы, все были довольны, но тут неожиданно пришел паратакс. I don't know whether it's good, it's bad. I have no idea, but I will believe the developers and think that okay, this is good. Я не понимала, это хорошо или плохо будет, но я понадеялась и все-таки верю, что это будет лучше. So now let's catch the cat by its tail. Let's come to the main point. Да, ну вот приходим к основной точке, которую я бы хотел бы донести до вас. So I know a lot of people here are very wanting to know what is Prizm. Ну, и многие люди задаются вопросом, а что же все-таки Prizm? Well, you know this. I understand. Like there was a lot of negativity in, I think, in Russia about Prizm, but in India, Mr. Late Sergey Malbrovi is still being worshipped. Ну, все помнят по предыдущему опыту в России, может быть, у многих остался негативный опыт, но в Индии до сих пор на Сергея Мавроди чуть ли не молятся. Yeah, they actually worship him. So, you know, there are a lot of people who believe in the ideology, and they think that, you know, this is one reason, because Indians are very smart, and they know if there is demand for something, the price will automatically increase, and that is how they incorporated and got Prizm. Okay? Can you say this? I'm saying that, you know, Indians are very smart. Да, значит, в Индии люди очень умные, и они понимают, что... They are businessmen. Они бизнесмены, да, и они знают, как зарабатывать деньги, то есть если они видят достойный проект, то, конечно же, они в него входят и развивают его. So that is how they introduced Prizm, and now you will see, in 2 months they have 3,000 users. And the thing about Prizm is you cannot use a duplicate wallet for one ID. You have to make a new wallet. So you will see that people are duplicating wallets. Значит, в Индии невозможно создать второй кошелек, то есть нужно открывать новый, то есть двойной кошелек ты не можешь открыть такой же, то есть приходится открывать новый. In India, networking is very different, you know, because only 34% of people use internet in India. 34. Только 34% населения в Индии пользуются интернетом, то есть там ситуация настолько, скажем так, приближена к тому, что всего лишь 34% это очень мало пользуются интернетом, что приходится даже рассказывать, что существует интернет. So there was a lot of questions, like, you know, how do we believe in this, how do we not believe in that? So people are like, you know, the network, how it works is, there's like a huge leader, there are leaders, so they take responsibility for a community. So what happens is, imagine I am from the village, I am a person who has knowledge of internet, so my people come to me and they say, okay, I just give you my money and you do what it is. Ну, простой пример, да, вот привести можно, допустим, есть деревня, и люди не знают, как пользоваться теми же цифровыми технологиями, они просто приходят к лидерам, отдают свои деньги и говорят, вот ты наш лидер, пожалуйста, пользуйся деньгами и развивай дальше. And there is no other way, you know. There is a lot of trust in people. When people do something, it is they get very emotionally involved. Это было вкратце рассказано, как работает MLM-система в Индии, да, и у них очень много построено на эмоциях, то есть они приходят, если они верят в человека, они просто ему отдают свои средства и доверяют ему, что он действительно принесет им прибыль.
Well, you should understand I've not come here to promote Prizm, but I'm just trying to tell you how it is in India. So it is very different from what it is here. So we need to understand each other. If you have something else, you can always offer it to Indians, and if they like it, they will always come and join. Because I told you, they are emotionally attached with anything they do. Все это рассказывается для того, чтобы мы могли обменяться опытом, то есть как это работает в Индии, как это работает в России. То есть если есть какие-то предложения, мы можем что-то рассказать для Индии и наоборот. Значит, ну еще раз повторюсь, что в Индии люди очень эмоциональные, то есть они очень доверяют. $5, like if I give $10 into something helping, they actually feel that yes, I'm giving it to help someone. То есть они настолько доверчивы, что когда они отдают свои 5 или 10 долларов на что-то, их пожертвования в том числе, то они верят в то, что они делают, что они действительно помогают кому-то. То есть они очень привязаны к идеологии. India and Russia have been friends for a long time, till when Да, то есть у нас есть какие-то общие культурные связи еще, то есть между Индией и Россией всегда были дружественные отношения, и Советский Союз в свое время, конечно же, Индии очень сильно помог с производством и так далее. Так что давайте будем друзьями снова и победим в той войне финансовой, да, в которой мы решили поучаствовать. Да, если есть у кого-то какие-то вопросы, можно задавать. Призм. Да, друзья, буквально у нас есть минут 5. Если есть какие-то вопросы зала к Дженнифер, то, пожалуйста, громко вставайте и задайте несколько вопросов. Да, пожалуйста. So what's the purpose that Triple M has been launched in India? Well, as I told you, people from India are very smart. Люди в Индии очень умные, и они до сих пор верят, что да, монета работает. What I want to say is that you have to understand one thing. For something, for the price to go up, it's common sense. There have to be more and more users. And in India, the price of Bitcoin rose only because of India and China. So India knows it has a potential to rise anything if they want. Люди в Индии верят, что они могут повлиять на курс, на рост курса, да, если они захотят этого, то есть они действительно его могут разогнать так, что всем будет очень хорошо. Да, пожалуйста, Сергей. Дженнифер, скажите, пожалуйста, как вы думаете, сколько человек в Индии пользуются криптовалютой? Это первый вопрос. И второй, сколько из этих людей имеют миллионный кошелек? Ну, как вы думаете, примерно, может, своих друзей, знакомых, сколько примерно? I understood the question. See, it is very difficult to actually put them in a bracket and say that, this is the amount of people who use Prizm, because people who understood how the mining works, they have chains and parowos and parowos and parowos. So I cannot tell you. Maybe one person has 1,000 IDs, there are 1,000 wallets. Может быть, 1% имеет Численность можно как это назвать? If you have any users, like how many users have over a million? I think it should be more than 50,000. Больше 50 тысяч. А миллионеров сколько из них обладает миллионного кошелька? The question is like, how many people hold what is the over a million? The people I know at least maybe 50 people. 50 people. Около 50 человек. Следующий вопрос, Татьяна, пожалуйста. Громко. Дженнифер, здравствуйте. Я хочу поблагодарить, что вы приехали. Меня зовут Татьяна Кутеренко, город Ростов-на-Дону. Подскажите, пожалуйста, МММ будет рассчитываться монетой Призм? The question is, the Triple M would be used Prizm as a За расчетную единицу. will they? See, they are only planning on putting ads on the website wherein they will be selling and buying internally on the website. There will be like a dashboard, and there will be like a slide coming in where they will put their ads if they want to buy something or sell something through Prizm. This is their plan as far as I know. The question is like, will they use it as a financial tool, like to pay each other with the Prizm? So the Triple M, will they use Prizm as a financial tool, like pay each other? Yeah. Yeah, okay. Да, планируют использовать Prizm как платежное средство. А когда? When will you see that? Друзья, последний, если есть вопрос, пожалуйста.
Да, вот. Какое число людей там знает английский и которое хочет и может обучаться, изучать технологию, в которой они находятся? In India, people like 10% of people know English. 10% знают They английский. know English. But for India, it doesn't matter whether you know English or not. It is not very important. For them, it is about trusting. I think English is not very important there. It's all about trusting what the other person is saying. Even if he doesn't know English, if you want to explain something to him, you get a translator, you talk to them in their language, and because most leaders do not know English. В Индии знание языка не играет такую ключевую роль, то есть там больше доверие играет роль. И если им нужно провести какую-то там сделку или еще что-то, они могут в конце концов найти переводчика и через переводчика провести. То есть ключевая роль все-таки доверие. Неправильно понял вопрос. Сколько людей готово обучаться технической части, в которой они находятся? Подождите, крайний, я уже говорил, что это будет крайний вопрос, но вот там женщина руку поднимала, и вот Рома, и все, друзья, у нас время уже ограничено. Женщина первую руку поднимала. Я пенсионер. Давай, Рома, вопрос. Я совсем не успеваю, друзья, как сидели, что-то. У меня вопрос. Отношение людей в Индии, в общем, к криптовалютам какое? What do you think about the cryptocurrencies in India in general, like? What's the relations like? In general, though they do not understand English, but there are like a lot of people from, Ahmedabad state. There are people who have 100 bitcoins, like normal people. They will not even have a car, but they have 100 bitcoins. They are so advanced. То есть в Индии могут, очень многие имеют криптовалюту, там больше 100 единиц, там у них может быть не быть автомобиля, но у них есть биткоины. Is it because of they lost the password? Indians don't lose it, this password, so when it comes to money. Мы не теряем. Maybe Facebook password. Все, Женя, благодарим вас.